Я сегодня в Манхэттене, у храма Святого Патрика. Всего один день в году, в середине марта, отмечается самый главный национальный праздник Ирландии – День Святого Патрика. Звон колоколов собора Святого Патрика приглашает на праздничное служение. Это самый большой католический собор в Нью-Йорке, построенный в неоготическом стиле. Собор имеет форму латинского креста, занимает почти целый квартал, его длина 101 метр, и вмещает он 2200 человек. Благодаря огромным витражным окнам и правильному освещению в зале светло и торжественно. На строительство собора ушло более 30 лет. Он был закончен в 1888 году. Бронзовый резной балдахин украшает главный алтарь. Он выполнен по заказу главного архитектора собора Джеймса Ренвика, американской ювелирной фирмой Тиффани. Иконопись расположена в южной части храма. В алтаре Святого Сердца находится изображение Девы Марии Гваделупской, считающейся покровительницей Нью-Йорка. Собор действующий. Здесь ежедневно проходит служба и молебен. Святой Патрик – покровитель Ирландии. Он обратил язычников в христианство в V веке, построил множество церквей. По преданию, Святой Патрик объяснял прихожанам в своих проповедях идею Святой Троицы, используя для наглядности зеленый трилистник клевера. Внутри храма находится множество католических святынь. Мать Тереза, она причислена к лику святых уже в наше время. Витраж в виде розы – архитектурный элемент, применяемый в готике. Когда солнечные лучи попадают в него, то создается невероятно красочный эффект. Просто восторг души. Мне очень нравится, как звучит орган. Акустика собора позволяет лучше услышать музыку. Перед собором уже собрались приглашенные гости и операторы телевидения. Все ждут начала парада. И уж если вы оказались здесь 16 или 17 марта, то можете смело нырять в это море зеленого. А почему зеленого, узнаете из моего фильма. Happy St. Patrick's Day. Я прикупила для себя тоже кое-что зеленое, как вы видите. Да? И я сегодня в зеленой шляпе почувствовала себя ирландкой. Парад открывает конная полиция города Нью-Йорка. В параде участвуют военные, полицейские, пожарные и представители других профессий. Марширующие оркестры, музыканты идут нескончаемым потоком. Начался парад в 11 часов утра и будет продолжаться до 6 вечера. Заявлено 150 тысяч участников со всего мира. Грандиозное зрелище!
Оркестр полицейского управления Нью-Йорка. Первый парад в День Святого Патрика в Америке состоялся в 1766 году. Ирландские солдаты прошлись по улицам Нью-Йорка стройным шагом в сопровождении оркестра волынок. Изначально волынщики шли во главе полка при наступлении боя, поднимая воинственный дух солдат. Сейчас же они украшают праздничный парад. Чирлидерши легко делают шпагат в воздухе. Музыканты то играют, то танцуют, и нам есть на что посмотреть. Молодежь и студенты принимают активное участие в параде. Интересный факт. Одно из первых упоминаний о волынке было в 15 веке. Кстати, законом запрещалось играть на волынке молодоженам в первую брачную ночь. Настоящую игру на волынке можно услышать только на параде. Посмотрите, какая мощь и как горделиво развиваются американские флаги. Вступают в действие чирлидерши, привлекая внимание зрителей. Всем позитива! Оркестр общества пожарных из Вестчестера чинно марширует со своими волынками и необыкновенными барабанами.
Килт и спорран являются неотъемлемой частью мужской национальной одежды в Ирландии. Все хотят ударить в 5, чтобы участвовать опять. Парни в медвежьих шапках, словно королевские гвардейцы, маршируют под волынку. Ирландцы любят зеленый цвет, цвет жизни. Считается, что зеленая одежда приносит удачу, особенно если ее надеть в День Святого Патрика. Яркие помпоны черлидерш сверкают в лучах солнца. Дети с радостью исполняют ирландский степ. Трубы, барабаны и повсюду зеленый цвет означает только одно – парад в День Святого Патрика. Какой же он красивый, ирландский флаг! Понравился фильм? Пишите комментарии, ставьте лайк. Спасибо за подписку. До новых встреч, друзья!